Тайный круг советников. В сложной паутине современного бизнеса фигура Илона Маска выделяется не только своим новаторским подходом, но и стратегическим окружением. Однако, вопреки слухам о таинственных помощниках, роль его советников более светлая и открытая, чем кажется. Будучи советником в администрации Дональда Трампа, Маск взаимодействовал с известными фигурами, такими как Стив Дэвис. Эти отношения значительно влияли на решения, укрепляя его позиции на рынке. Многие из его советников публично известны, и их имена часто появляются в медиапространстве. Они не только предоставляют экспертизу, но и помогают Маску ориентироваться в лабиринте корпоративных рынков. Их задачи заключаются в поддержке его видения, помогая Маску доводить до реальности такие значимые проекты, как многоразовая ракета Falcon 9 и амбициозные планы насчет Марса. Эти достижения — результат командной работы, а не только мистических советов. Маск известен своим личным видением и умеет соединять научные и предпринимательские знания в единую стратегию, обеспечивая успех каждой своей идеи. Советы его окружения выступают скорее катализатором его идей, чем основным источником решений. Но все же загадочная аура вокруг роли некоторых его советников все еще привлекает внимание. И, возможно, в будущем будут раскрыты новые лица, которые играют важные роли за кулисами. Это станет отправной точкой для следующих открытий, а из тени выходит еще одна важная фигура, чьи инвестиции имели значительное влияние. Неизвестный инвестор. За многими успехами Илона Маска стоят не мистические фигуры, а его собственные усилия и решимость. После продажи PayPal Маск вложил значительную часть своих средств в строительство своих амбициозных проектов — Tesla и SpaceX. Он рисковал не только средствами, но и своей репутацией. Ведь в начале 2000-х многие считали, что электромобили и космические полеты частных компаний — это фантастика. Критический для Tesla и SpaceX период с 2007 по 2008 года, когда он одновременно боролся за выживание обеих компаний, именно его решительность и способность находить выход из сложных ситуаций вывели компании из кризиса. Маск продал свои дома и принял разумные финансовые решения, чтобы поддержать проекты на плаву, при этом продолжая привлекать инвестиции от известных источников, а не от таинственных меценатов. Кроме того, значительную роль в поддержке SpaceX сыграли государственные контракты, такие как крупный контракт от НАСА на 1 миллиард 600 миллионов долларов, который позволил компании уверенно развиваться и двигаться к поставленным целям. Таким образом, история успеха Маска — это больше о личной решимости и стратегических решениях, чем о мистических фигурах в тени. Далее мы выясним, кто из инженеров сыграл ключевую роль в разработке технологий, которые определили успех Tesla и SpaceX. Легендарный инженер. Взгляд на успех. Тесла невозможен без упоминания Джеффри Брайана Страубела, более известного как Джей Би Страубел. Сооснователь компании, он занимал ключевую роль как технический директор, CTO, помогая создать инженерные достижения, благодаря которым Тесла стала лидером рынка электромобилей. Но его вклад не ограничивался одними лишь батареями. Джей Би курировал широкий спектр направлений, от электроники и двигателей до сложных программных решений и взаимоотношений с международными поставщиками. Именно его многогранная экспертиза позволила Тесла преодолеть преграды и добиться невероятных высот. Хотя Джейби Страубел не был вовлечен в разработки SpaceX, его техническая мышь и инновационные идеи сосредоточились исключительно на Тесле. Каждая новая модель, включая легендарную Model S, является воплощением трудов целой команды инженеров, которая под его руководством достигла высот. Создание автомобиля, который воплощает будущее электротранспорта, стало возможным благодаря их усилиям и беспрерывному поиску инноваций. Интересно, что роль Страубела в успехе Тесла невероятно значительна и сыграла важнейшую роль в формировании компании, какой мы ее знаем сегодня. Но за успехом Маска скрывается еще множество фигур, чьи вклады не всегда очевидны. Может быть, мы уже близки к открытию нового имени, нежданно и тайно поспособствовавшего феномену электрореволюции. Часть этого запутанного рассказа нам еще предстоит открыть. Игра за кулисами. За успехами Илона Маска стоят не только его обширные знания, но и искусство коммуникации. Он умело использует не только закулисные переговоры, но и открытую публичную стратегию, взаимодействуя с широкой аудиторией через социальные сети и пиар-компании. Маск известен своим нестандартным подходом к продвижению идей. Он не просто доверяет интуиции, а всегда готов к альтернативным решениям, его планам «Б», что подтверждается случаями с компанией Tesla.
На важных бизнес-встречах Маск ведет переговоры, которые помогают как развитию технологий, так и формированию крепких бизнес-альянсов. Эти встречи не наполнены таинственными процессами. Напротив, они являются краеугольным камнем успешного сотрудничества и стратегического партнерства с различными компаниями и влиятельными фигурами. Маск строит партнерство, прокладывая путь к инновациям и прогрессу. Успех Маска не случайность. Его стратегия основывается на переплетении переговоров и проектировании сильных бизнес-моделей. К примеру, благодаря наличию твердой переговорной позиции, Маск смог привлечь значительные инвестиции для проектов, таких как XAI, оценивающихся в миллиарды долларов. Успех таких переговоров доказывает, что за каждыми решениями стоит детальное планирование. Влияние Маска распространяется на многие направления современной индустрии. Его предпринимательская жилка и инновационный подход к решению проблем делают Маска лидером, способным преобразовать идеи в реальность. В этой главе мы рассмотрели, как бизнес-стратегии и переговорные приемы опираются на прозрачность и конкурентоспособность. Теперь стоит обратить внимание на профессионалов, чей опыт формирует имидж Маска в глазах мировой общественности. Секреты пиар-стратегов. Илон Маск известен своим уникальным подходом к пиар, диаметрально противоположным традиционным методам. В 2020 году Tesla смело распустила свой пиар-отдел, осознавая, что ключ к успешной коммуникации лежит в руках самого Маска. Он использует свою активность в социальных сетях, особенно в Twitter, где лично взаимодействует с многомиллионной аудиторией, создавая анонсы и инициируя обсуждения. В отличие от компаний, которые полагаются на сложные стратегии и пресс-релизы, Маск делает ставку на элемент неожиданности. Когда новость касается Tesla или SpaceX, аудитория всегда уверена, информация исходит непосредственно от Маска. Личный бренд и его открытые обсуждения основных направлений и амбициозных планов вызывают интерес. От предложений по колонизации Марса до инновационных разработок в области электромобилей и чистой энергии. Маск сознательно отказывается от стандартных медиакомпаний в пользу более естественного, спонтанного контента, который часто становится вирусным благодаря откликам фанатов. Однако не стоит недооценивать влияние, которое Маск оказывает на общественное мнение. Хотя у него нет крупной пиар-команды, его стратегическая искренность и способность вызывать бурные обсуждения заставляют средства массовой информации и публику постоянно говорить о его инициативах. Успех его компании, равно как и его собственная репутация визионера, обеспечиваются гораздо меньшими ресурсами на рекламу и маркетинг, чем это принято в индустрии. Итак, даже без традиционных пиар-приемов Маск продолжает культивировать образ смелого инноватора. Это редкий случай, когда личная харизма и активность в соцсетях обеспечивают невероятный охват и устойчивое внимание. Структура розничной и коммуникационной политики Маска уникальна и остается на слуху за счет его непосредственного участия и прозрачности взаимодействия. Но на этом история не заканчивается. В следующей части мы приоткроем завесу над историей о тех, кто обеспечивает финансовую стабильность его бизнес-империи. Финансовые тайные помощники. Немногие знают, что за успехами Илона Маска скрывается команда финансовых мастеров, одной из ключевых фигур которой является Джаред Бирчелл. Именно он ведет финансовую хореографию, поддерживая как Tesla, так и другие амбициозные предприятия Маска, включая компанию Neuralink и социальную сеть X, ранее известную как Twitter. Бирчал не только управляет капиталами, но и участвует в благотворительных инициативах, демонстрируя многогранный подход к финансам. Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается Tesla, такие как падение продаж и акций, работа финансовой команды остается одним из немногих стабильных элементов этого постоянно развивающегося бизнеса. В то время как сторонние наблюдатели могут ощущать повсеместную нестабильность, Бирчал со своей командой остаются в тени, направляя бизнес на курс долгосрочной устойчивости. Роль этой финансовой команды напоминает дирижерский опыт. Каждый шаг и каждое движение продуманы до мельчайших деталей, чтобы обеспечить гармонизированную игру всех бизнес-проектов Маска. Эти профессионалы обладают стратегической мыслью и навыками кризисного управления, что позволяет сохранять устойчивость финансового положения компании. Невидимые помощники Маска становятся его надежной опорой, стоящей за кулисами большого финансового спектакля. Их умение управлять капиталами подобно созданию симфонии, где каждая нота важна для целостного звучания. Остается лишь догадываться, как они приспосабливаются к изменениям и помогают Маску сохранять лидерство в технологической гонке, ведь впереди ждут новые откровения от тех, кто ведет его к вершинам технологического прогресса. Технологические союзники
Все-таки Илон Маск известен своими визионерскими проектами, но за его успехом стоят крепкие технологические союзы. На протяжении лет Tesla плотно сотрудничала с Panasonic для поставки аккумуляторов, но в последнее время Маск начал активно развивать собственное производство батарей, таких как 4680, чтобы снизить зависимость от поставщиков. Это решение позволило Tesla укрепить свои позиции на рынке и подготовиться к будущим вызовам. Tesla Energy, включающая приобретенную в 2016 году Solar City, фокусируется на солнечных панелях и инновациях в области энергетических решений, таких как Powerwall. Эти разработки способствуют более устойчивому энергетическому будущему, внося весомый вклад в экологические инициативы. Вдобавок, Neuralink, независимая компания Маска, разрабатывает нейроинтерфейсы, внося вклад в науку, самостоятельный от других проектов Маска. В сфере AI и систем автономного вождения Tesla установила партнерство с такими гигантами, как китайская компания Baidu, что открывает новые горизонты для улучшения системы FSD. Недавно стартап XIA Маска сформировал союз с Supermicro для разработки AI-серверов, а появление MacroHeart подкрепляет амбиции Маска конкурировать с крупными игроками, такими как Microsoft, создавая новые возможности в сфере искусственного интеллекта. Создание таких союзов показывает способность Маска интегрировать различные юридические и технические направления, превращая их в координированную силу под единым управлением. Это ведет к тому, что каждая компания, будь то Tesla, SpaceX или другие, остается самостоятельной, но вносит важный вклад в достижение этого невероятного предпринимателя. Следующий взгляд сосредоточится на партнерах, чья поддержка скрыта за кулисами, но их влияние на успех неоценимо. Скрытые партнеры. В мире высоких технологий и сложных бизнес-стратегий Илона Маска скрытые китайские инвесторы играют одну из ключевых ролей. Умело используя офшоры, такие как Каймановы острова и британские Виргинские острова, они вкладываются в SpaceX, Neuralink и XI. Эти инвесторы предпочитают оставаться в тени, избегая внимания, чтобы уклоняться от геополитической напряженности между США и Китаем. Их участие представляет собой не просто финансовые инвестиции, но и способ укрепления влияния Маска и его компаний в глобальном масштабе. Интересно, что несмотря на весь шум вокруг традиционных венчурных капиталистов, вкладчик китайского происхождения не останавливается на финансировании только одного проекта. Они создают специальные проектные компании или СПВ для обхождения ограничений и раскрытия информации, воздействуя на развитие технологий, которые могут изменить будущее. Это позволяет Маску сосредоточиться на инновациях и прорывах вместо ограничений и бюрократических преград. Следует отметить, что несмотря на богатую активность, скрытые инвесторы не афишируют свою вовлеченность в такие проекты, как сеть Supercharger или Starship от SpaceX. Это не значит, что их поддержка не ощущается, а скорее подчеркивает сложность их роли в экосистеме Маска. Без их финансовой подпитки проекты, такие как Neuralink и XII, не смогли бы прогрессировать так быстро и эффективно. Таким образом, в этом напряженном мире финансов и технологий загадочные китайские инвесторы продолжают поддерживать амбициозные замыслы Илона Маска. Их участие вызывает вопросы, но также укрепляет возможность Маска продолжать свое невероятное влияние на технологии завтрашнего дня. Но все ли это возможно без надежной поддержки со стороны? Вокруг Маска еще множество персон, которые, даже оставаясь невидимыми, влияют на его работу и расширение его империи. Семейная поддержка. Семья Илона Маска — явление, напротив, крайне далекое от обычности, и ее влияние простирается далеко за пределы обыденного. Брат Илона, Кимбал Маск, вдохновляет на уровне, которые пока не определяют публично. Он известен как успешный ресторатор и предприниматель в области устойчивого питания, владея сетью ресторанов The Kitchen. Хотя его работа непосредственно не связана с Tesla или Solar City, его подход к устойчивому развитию и питанию может служить источником вдохновения для Илона, помогая формировать более широкие экологические цели. Мэй Маск, легендарная модель и диетолог, также оказывает несомненное влияние на Илона своей стойкостью и мудрыми советами. Она стала символом семейной поддержки, воплощая жизненный опыт и уверенность, которые помогают направлять Илона в трудные времена. Ее советы и постоянное присутствие подталкивают его к новым свершениям, идя вразрез с общепринятыми представлениями. Примечательно также, что Илон, несмотря на общественные стереотипы о одиночках, очень ценит семейные отношения. Будучи многодетным отцом, он сохраняет близкие связи с детьми и уделяет им внимание, демонстрируя важность семейных уз и личных привязанностей.
Эта поддержка не ограничивается только родными. Ее также обеспечивают экс-партнеры, играющие различные роли в жизни Маска. Взаимоотношения с близкими оказывают мощное и необходимое воздействие на Илона, несмотря на то, что он формально не был основателем Тесла, а стал важной фигурой в развитии компании в 2000-х. Его связь с Solar City также началась благодаря семейным связям, ведь компания была основана его двоюродными братьями, а сам Маск принимал активное участие в ее финансировании и развитии, что позже позволило интегрировать ее в Тесла. В мире Илона Маска семейные привязанности и бизнес-решения тесно переплетены, формируя его уникальную историю. Поддержка семьи помогает Илону преодолевать препятствия и расширять границы возможного, включая неожиданные повороты в его профессиональной деятельности, которые становятся возможностью для новых открытий и союзов в окружении, где недавние конкуренты могут стать надежными партнерами, создав новые горизонты для его империи. Конкуренты или союзники? В индустрии высоких технологий Илона Маска регулярно сталкивается с конкурентами, которые иногда становятся союзниками. Например, в начале 2000-х Tesla имел дело с Daimler, который инвестировал в компанию и даже поставлял важные компоненты для первых Tesla Roadster. Однако, спустя несколько лет Daimler продал свою долю и сотрудничество сошло на нет. Что касается Toyota, отношения были ограничены отдельными техническими проектами, такими как поставки силовых установок, но это никогда не было стратегическим альянсом в полном смысле этого слова. Toyota скорее использовала Tesla как тестовую платформу для своих технологий. На арене искусственного интеллекта Маск стал сооснователем OpenAI в 2015 году, стремясь к безопасному развитию технологий. Однако, спустя всего 3 года он покинул проект из-за конфликта интересов, своего рода профессиональное разногласие, особенно с учетом развития искусственного интеллекта в Tesla. В 2023 Маск создал XAI, чтобы конкурировать с OpenAI и другими игроками, отмечая свое несогласие с направлениями тамошних разработок. Интересно, как Маск умудряется балансировать между конкуренцией и сотрудничеством. Примером этому служит его личное соперничество с Джеффом Безосом, но при этом компании, такие как SpaceX и Blue Origin, все же пересекаются в некоторых технологических зонах. Это напоминает танец в мире технологий, где сотрудничество с бывшими конкурентами на уровне поставщиков или подрядчиков становится стандартной практикой, но далеко не всегда приводит к глубоким альянсам. Параллельно Маск активно работает с оборонной промышленностью США через свои контракты SpaceX, что уже не секрет. Здесь все под контролем закона и строгой регуляции. Однако его текущая битва против OpenAI и Apple в виде судебных исков добавляет новые обороты к сюжету. В этих требованиях XAI и сама социальная платформа X акцентируют внимание на монополистических опасностях, предоставляя Маску место не только в технологической, но и в юридической дуэли. Сложные отношения с конкурентами иногда могут вести к неожиданным поворотам, создавая основу для новых стратегий и возможностей. Военные тайны. Сотрудничество Илона Маска с Пентагоном стало одним из значимых этапов в развитии SpaceX, которая начала участвовать в оборонных контрактах только к 2018 году. На сегодняшний день SpaceX играет ключевую роль в стратегических запусках для ВВС США и космических сил, получив контрактов на сумму около 5 миллиардов 900 миллионов долларов. Эти контракты укрепляют ее статус в сфере национальной безопасности. Компания осуществляет запуски спутников GPS третьего поколения, поддерживая стратегическую инфраструктуру с соблюдением самых строгих требований секретности и безопасности. Маск построил доверие через прозрачные технологии и инновации, открыв путь для интеграции с государственными программами. Недавно подписанные соглашения закрепляют SpaceX как основного поставщика услуг по запуску с бюджетом, распределенным на период до 2029 года. Этот успех связан с революционными разработками, такими как ракеты многоразового использования, делающими бизнес более стабильным и предсказуемым. Хотя некоторые обсуждения ведутся в секретных залах, реальные проекты SpaceX сосредоточены на поддержке и развитии спутниковых систем для мирных целей, включая оборонные нужды. Роль SpaceX в этих проектах остается исключительно технологической, и публика не располагает подтвержденными данными о ее участии в орбитальных боевых спутниках. Конфликт интересов всегда вызывает правительственное внимание. Осуществляются проверки на соответствие контрактов требованиям отчетности. В 2025 году представители Конгресса США инициировали расследование по этим вопросам. Таким образом, участие SpaceX в оборонных делах служит не только развитию самого бизнеса Маска, но и укрепляет доверие к его предприятиям на уровне национальной безопасности. Следующий шаг Маска в освоении космоса позволит компании и далее оставаться на передовой инноваций. Все это формирует основу для будущих проектов, где технологии и защита интересов государства сплетаются в единую продуманную стратегию. Будущее империи.
Размышляя о будущем бизнес-империи Илона Маска, важно отметить не только достижения, но и серьезные вызовы. Возьмем, к примеру, Tesla Cybertruck. С конца 2023 года, когда началось его ограниченное производство, спустя время выяснилось, что автомобиль столкнулся с проблемами качества и безопасности. Несмотря на попытки расширить продажи, базовая версия автомобиля подорожала почти вдвое, до 70 тысяч долларов, а ряд функций были урезаны. Это заставляет усомниться в успехе его массового производства в ближайшие годы. Перейдем к Tesla 7. Массовое производство этого грузовика планируется только к концу 2025 года с постепенным наращиванием объемов в 2026. Семи ставит перед собой задачу трансформировать сектор грузоперевозок, особенно учитывая дефицит водителей грузовиков. Чтобы стать реально значимой на рынке, компания потребуется больше времени на совершенствование автономных технологий и масштабирование производства. Космический амбициозный проект Starship от SpaceX остается одним из наиболее обсуждаемых. Этот космический корабль призван сыграть ключевую роль в будущих миссиях на Луну и Марс. Однако, учитывая высокие риски и сложность, вероятные задержки неизбежны, а колонизация Марса – долгосрочная перспектива, и в ближайшие 10 лет, скорее всего, мы только начнем перехватывать рубежи. На линии фронта в мире искусственного интеллекта находится новая компания Маска – XI. Конкуренция здесь не шуточная, ведь для процветания требуется не только смелость, но и внушительные технологические ресурсы и экспертиза. Неизвестно, какое положение XAI займет в этом бурлящем котле, где каждый игрок стремится за лидерство. Не следует также забывать о социально-правовом контексте. Интерес к регулированию технологических инноваций и этичным аспектам растет. Это может существенно повлиять на бизнес-модели Маска, формируя новые рамки для его компании. Таким образом, впереди Маска ждут не только триумфы, но и серьезные испытания. Как он ответит на них, покажет время, но его способность преодолевать преграды наталкивает на мысль, что в его арсенале всегда найдется неожиданный ход.